Без учета человеческого измерения нельзя почувствовать страшное дыхание той войны. Трудно ощутить степень напряжения духовных и физических сил, которого требует от людей война. Свое внешнее проявление это находило не только в виде беспримерных образцов великой жертвенности и самоотречения. Тяжелейшие экстремальные условия военного времени порождают еще и всплеск уголовной преступности, обнажают низменные проявления людей. Так было во все войны. Так было и в годы Второй мировой. Особенно это коснулось партизанского движения времен Великой Отечественной войны. Оно имело не только светлые, но и темные стороны. Лишенные надзора сверху, некоторые партизаны вполне оправдывали данную им немцами кличку «бандиты». В частности, просто шокирует похождение Бориса Лунина, командира партизанской бригады «Штурмовая», действовавшей на временно оккупированных территориях Минской и Вилейской областей Белоруссии. В августе 1941 года 23-летний командир минометного расчета 17-й танковой дивизии Красной армии Борис Лунин попал в плен к немцам. Оказавшись в шталаге 352 под Минском, он попытался облегчить себе жизнь, вступив в лагерную полицию. В марте 1942 года Лунин совершил побег. Как вспоминал бывший военнопленный Валентин Матвеевский, немцы послали 9 узников шталага за трубами в дом отдыха Ждановичи. По инициативе Лунина военнопленные связали конвоиров и ушли в лес. Фронт был далеко, и беглецам ничего не оставалось, как обживаться в лесах Заславского района. Лунин вышел на связь с партизанами, а затем основал собственный отряд «Штурм». К нему присоединялись бывшие красноармейцы и местные жители, и через полгода отряд насчитывал уже сотни человек. Чтобы укрепить свой авторитет, Лунин выдавал себя за младшего политрука РККА, что не соответствовало действительности. В декабре 1942 года отряд перерос в партизанскую бригаду «Штурмовую». Она успешно громила немецкие гарнизоны и пускала поезда под откос. С оккупантами Лунин воевал хорошо и умело. Весной 1943 года бригада защищала белорусские деревни, которые немцы собирались полностью уничтожить. 30 апреля 1943 года партизаны разгромили карательную колонну. Особенно бригада отличилась во время операции «Концерт», уничтожила 672 немецких солдата и офицера, разгромила 5 гарнизонов, пустила под откос 11 эшелонов, уничтожила 27 автомашин, 7 бронемашин, 4 танка, 12 мостов, более 1000 тонн горюче-смазочных материалов. Но вместе с победами пришла и жестокость. Лунин с легкостью расправлялся и с мирными гражданами, и с собственными подчиненными. Его правой рукой в карательных акциях был начальник особого отдела Иван Белик, тоже из числа беглых военнопленных. Вознесенный на командную должность, безграмотный и жестокий Белик платил Лунину преданностью, выполняя его самые жестокие приказы и прихоти. Заодно обделывал и свои делишки. Его любовница и гражданская жена была в ссоре со своим односельчанином Владимиром Шейбаком. Белик убил его, мотивируя это тем, что тот немецкий агент. Были убиты 5 сельчан деревни Новый Двор только из-за того, что они были в давней ссоре с партизаном Горошко, собутыльником Белика. Как якобы немецкие агенты, Беликом были убиты 2 семьи советских граждан вместе с маленькими детьми. В деревне Плещаной при участии Белика была расстреляна семья Жуковских, старик Дмитрий, 67 лет, его жена Варвара, 60 лет, их дети Серафима, Мария, Леонид и внучка Олимпия, 13 лет. Внутри бригады Лунин занял практически положение пахана, добившись беспрекословного подчинения. В перерывах между подвигами пьянствовал, насиловал женщин, ввел чуть ли не право первой ночи. Каждая партизанка должна была переспать с командиром. Завел себе целый гарем из жен. И если кто-то из них выражало недовольство, надоедала или, не дай бог, беременела, Лунин отдавал приказ, и верный Белик тут же расстреливал несчастную, задним числом оформляя документы, как будто это агент гестапо. Так были убиты партизанки Вера Верховодько, Валентина Ширко, Жигалка Раиса и несколько других мирных жительниц. Но больше всего Лунин боялся конкурентов.
Не дай бог кто-нибудь покусится на его власть или кого-то пришлет с большой земли. В декабре 1942 к отряду вышла группа советских разведчиков из ГРУ, 8 человек во главе с кадровым разведчиком Вишневским. У них были взрывчатка и рация. Между Вишневским и Луниным вначале установились хорошие взаимоотношения, но после того, как Вишневский стал высказывать критические замечания в адрес Лунина, тот вознегодовал. В ночь на новый 1943 год Лунин напился и приказал Белику арестовать и расстрелять разведчиков. 5 тут же убили, 3 расстреляли на следующий день. Причем молоденькую радистку Ольгу Кухто Лунин убил лично, до этого изнасиловав. В оправдание объявили, что все они были немецкими агентами. Однако до Центрального штаба партизанского движения доходили лишь отчеты об успехах. Осенью 1943 года Лунин был в списке отличившихся партизанских командиров по итогам рельсовой войны. В числе 18 командиров партизанских отрядов Лунина представили к званию Героя Советского Союза, которое он получил 1 января 1944 года. В этот же день партизаны уничтожили еще один эшелон. К лету 1944 года в составе бригады уже было 6 отрядов общей численностью 1464 человека. 2 июля она соединилась с наступающими частями Красной Армии. После освобождения Белоруссии в партийные и судебные органы стали поступать многочисленные заявления и жалобы пострадавших от рук партизана-убийцы. Шум вышел большой. Секретарь Белорусской компартии, а во время войны начальник штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко даже вынужден был обратиться к самому Сталину. Но вождь не заинтересовался этим вопросом, лишь небрежно проронив: «Подумаешь, партизаны кого-то расстреляли, на то они и партизаны». После войны Борис Лунин работал помощником министра автотранспорта Белорусской СССР, но сильно пил и в нетрезвом виде частенько устраивал дебоши и скандалы. Его перевели на менее приметную должность, а вскоре он переехал в станицу Белозерская Краснодарского края, получил в наследство 2 дома и устроился на должность заместителя начальника крупной автоколонны. Но и здесь он долго не задержался. Давнее пристрастие к спиртному сослужило плохую службу. Пришлось продать дома и обосноваться в Анапе, работать на комбинате коммунального хозяйства. После смерти Сталина жалобы возобновились. Подпольщик Павел Лиховский, до которого дошли слухи о расстреле разведчиков Вишневского, написал в НКГБ СССР о своих подозрениях. КГБ начало расследование убийства своих сотрудников. Все вылезло наружу: убийства и изнасилования, пьянки с гулянками. 27 октября 1956 года в Минске военной прокуратурой был арестован и дал любопытные показания бывший начальник особого отдела партизанской бригады Иван Белик. Были допрошены более 50 свидетелей и потерпевших по уголовному делу о преступлениях партизанского комбрига. В марте 1957 года Лунина арестовали. 22 июня 1957 года Лунин и Белик были приговорены военным трибуналом Белорусского военного округа к 7 годам лишения свободы. Согласно тексту приговора, Лунин в должности командира партизанской бригады неоднократно отдавал приказы об убийствах мирных советских граждан партизанами, а его подчиненный Белик, в том числе и детей. Лишили их всех званий и наград. Позже Лунин неоднократно обращался с просьбами о реабилитации, утверждая, что все убитые по его приказу люди были врагами Родины. Все ходатайства были отклонены, Лунин был признан виновным и не подлежащим реабилитации. Умер он в 1994 году в Анапе. Герой-партизан, защитник Родины, насильник и убийца. Все это один человек – Борис Лунин. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!